Приехала я на дачу. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним раз в несколько дней. И сейчас буду смотреть, что у них тут интересного. Не выходим, не выходим. Мне нужно сегодня уехать рано. Выпустить сегодня кур я не могу, потому что уезжать мне нужно. Поэтому быстренько все везде делаю и вам по возможности покажу. Надо убрать у индюшат, у цыплят, поменять воду всем курочкам и посмотреть наличие зерносмеси в бункерных кормушках. Естественно, собрать яйца. Посмотрим, что снесли мои курочки, пока меня здесь не было. Судя по движению, яйца есть. Очередь в курятник. Очередь, согласно купленным билетам. Помыть нужно все ведра и налить воду. Иду сразу к малышам-цыплятам, к шелковым, посмотреть, что там. Вместе с вами сейчас посмотрим. Они живут в этом домике. Ну и заодно гляну, сколько снесла шелковая яиц. 3 яйца, все четко. Пробираемся сюда вместе с вами. Смотрим, что тут. Нарвала пуха. Вода, смотрите, видите? Воду обязательно нужно сейчас поменять. Тепло здесь, тепло. Вы знаете, переживала, что я больше не закрыла это стекло, потому что ночи были уже холодные. Но так как цыплята с квочкой, это не страшно. Если им будет холодно, они, конечно же, под нее залезут. Красавцы какие. Растут. Тоже растут не по дням, а по часам. Смотрите, у желтенького начинают закручиваться перья. Вот он, фризли. Уже крутятся наверх перышки. Ну покажи. Ой, у черненького тоже крутятся. Смотрите, у них у всех начали закручиваться перышки. Смотрите, какие красивые. А ну-ка, иди сюда, я тебе покажу. Ой, сейчас получу. Ой, сейчас получу. А я его забрала. Забрала вам показать. Смотрите, как закручиваются уже у фризли перышки наверх. Вот так вот крутятся уже. Ой, какие красивые эти цыплята. Ну иди. Ой. А говорят, шелковые квочки спокойные. Ничего подобного. Не вижу спокойствия ни грамма. И у черненьких тоже начинают закручиваться перышки. Все, иду ухаживать за ними, менять воду и насыпать корм. Очень много нужно сегодня успеть. И у меня всего лишь сегодня несколько часов. И я уезжаю.
Все должна проконтролировать, везде все поменять, насыпать, перестелить где надо. Ну и на огороде немножко взять с собой вкусных овощей. Помидоров, огурцов и баклажанов. Кто-то спрашивал меня про вот эту индюшку бройлерную, которая была квочкой. Вот она. Пришлось ее отсадить, потому что сейчас покажу почему. Вот такую красоту ей сделали. Скорее всего, это курочки легорны сделали. И можно было бы так оставить, там ничего страшного, там просто место, где выдирается перо, кровоточит. Мяса там нет, не повреждено ничего. Но вот так оставлять опасно. Опасно почему, расскажу. Потому что может сесть муха, отложить там яйца, и мгновенно там будут опарыши. Поэтому вот так вот оставлять нельзя. Нужно обязательно, вот смотрите, уже садится муха. Это очень плохо, поэтому обязательно сейчас вот это вот все я обработаю, чтобы не было вот таких вот привлечений для мух. Что касается этой индюшки, я, конечно, планировала ее убрать где-то в сентябре месяце. Хотела, чтобы она немножечко после насиживания яиц немножечко пришла в форму. И можно ее убирать на мясо. Смысла ее держать второй год точно нет, потому что это бройлерная индюшка. Но она, конечно, хорошо неслась. И так как сейчас я вижу, что яиц у нее уже нет, она вынеслась. И, скорее всего, придется нам убирать эту индюшку. Вот этот хвост, конечно, спровоцировал это решение. Сегодня это делать никак я не смогу, потому что сама я это не делаю. А вот в следующий раз как раз, наверное, будем планировать убирать эту индюшку. И как раз узнаем, какой вес бройлерной индюшки в год. И к тому же эта индюшка сидела на яйцах и высиживала их. И, конечно же, была с индюшатами. Так как у нее вот такой вот хвост разодранный, конечно, я ее оставлять в вольере с индюшками и с легорнами не могу, потому что они ее съедят заживо. Видя вот так вот остатки крови на хвосте, они, конечно же, будут ее дальше продолжать клевать и доклюют, естественно, до мяса. Но пока что там просто вырваты перья и оттуда сочится кровь, то это абсолютно не причиняет никакой ей боли и неудобства. Поэтому эту индюшку я оставляю вот так вот возле вольера, и она будет здесь. Оставлю ей, естественно, воду, покушать, зерносмесь оставлю. Ну и, конечно же, трава вокруг вольера будет полностью в ее распоряжении. То, что индюшки любят, это чем больше травы. Никуда она отсюда не денется. На даче у меня по периметру забор, и никуда она отсюда не денется. Будет здесь ходить вот как бы на воле вокруг вольера. Я так уже практиковала с курочками, квочками, которые не хотелось бы, чтобы они сидели на яйцах. Я вот так вот их за вольер выносила, оставляла им пить и кушать, и прекрасно они здесь сидят, пока меня здесь нету. Индюшат уже навела порядки, свежее застелила сено, свежее сено, но еще корм не насыпала. И представьте себе, обнаружила, что закончилась вода в бочке. Обнаружила совершенно случайно. Ну, конечно же, я когда бы уезжала, я бы это все увидела, я бы пришла и посмотрела. И здесь тоже добавим сейчас мягкого, теплого, вот такого свежего сена. Обычно, когда я убираю, я выгребаю все, что
все, что запачканное. Вот так вот. И немножко по краям. По краям я знаю, что цыплята это такие грибуны. Это не индюшки. Это грибушки. Они сейчас все сено разложат так, как им надо. Воду я уже им налила. Они уже напились, кто сколько хотел. Цыплятам даю вот такое вот мягкое, смотрите, вот такое мягкое, мелкое, вот такое сено, вот, чтобы им приятно было лежать. Любят здесь обитать. Вот как они хорошо любят такое мягенькое. И вот там в углу я тоже застилаю вот такое мягкое. Вот так. Давайте еще немножко. Сбились все в один угол. Ой, какие у вас лапки. Вот так. Ну чего бояться? Ну чего? Вот так будет им там тепло. Делаю всегда вот такие вот теплые углы. Квочки, индюшки, они вот любят. Они сразу чувствуют, где тепленько. И там будут сидеть с малышами. Индюшки не так гребутся, как куры. Поэтому немножко меньше здесь летает подстилка по всему вольеру. И в этот угол тоже положу сейчас сухого сена. Этот пробирался. Я пока чистила в вольере, все пытался убежать. Все пытался куда-то убежать. И обязательно у порога. Я замечала, что индюшка очень любит лежать у порога с цыплятами. Поэтому здесь тоже вот такая вот мягкая будет подстилка. Закрываем. Не забываем закрывать. Ну, а индюшатам, если буду успевать, то накошу еще им травы. Зеленой травы обязательно накошу. Хотя бы немножко. Все сделала. Всегда так делаю. Сначала обрабатываю перекисью, а потом заливаю йодом. И, по крайней мере, мухи садиться сюда не будут. Вот такая бройлерная индюшка. Еле догнала ее, чтобы это сделать. У цыплят амираукана все хорошо. Я им перестелила уже. Вот такие они уже. Шустрые, большие. И, конечно, я поставила им уже чистую воду. Но скажу вам, что воды не хватает. Пока меня на даче здесь нет, воды вот литра им мало. 10 цыплят, поэтому сегодня поставлю им чашечную поилку. Пока цыплята были маленькие, эта поилочка достаточно было. А теперь я приехала, и у них здесь было уже на дне воды. В этом брудере приспособлена вот такая чашечная поилка, поэтому здесь буду сейчас ее устанавливать. И вот так вот получается. Чашечная поилка надежно закреплена. Я ее креплю к вот этому датчику тепла.
Здесь датчик тепла. Он считывает температуру именно на уровне, где находятся цыплята. И выводит вот сюда на панель. И теперь сюда осталось подсоединить бак с водой. И все. И у цыплят будет всегда чистая, свежая вода. А эту банку, естественно, можно будет убрать. И вдобавок к этому у цыплят еще появится дополнительное свободное место. Им будет здесь свободнее передвигаться. Ну вот этот брутер, он рассчитан как раз на 10 цыплят. Это отличное место для роста цыплят первые дни. Растут уже быстро, очень быстро растут цыплята. Помогали мне чашечные поилки монтировать. Все активные, все такие прямо не могу нарадоваться. Это цыплята Амераукана. Кормушку все достают. Ну, а поилку можно уже убирать эту. Единственное, что на этих чашечных поилках цыплята очень любят сидеть. Иду на огород делать обход. Думаю, вы заметили в конце прошлого видео, поднялся очень сильный ветер, когда я уезжала. Поэтому предполагаю, что помидоры упали. Вот, так и есть. Очень сильный ветер был. Самое главное, чтобы не поломались. Вот здесь стволы, главное, чтобы не поломались. Вот в этих местах, вот я переживала, чтобы не было изломов. Ну, вижу, что все нормально. Конечно, палочки мои не выдерживают. Прямо вот здесь выламываются. Под тяжестью помидоров вот так вот лег ряд, и он лег на соседний ряд, естественно. Ну, я думала, что будет хуже. В этом месте я в прошлый раз подымала ряд. Думала, что будет хуже. А тут всего лишь один ряд вот так вот лег. Но ничего, сейчас подыму. До самого верха помидорчики. Какой же это благодарный помидор за уход и заботу. Думаю, вы догадались, что это за сорт. Он просто
Очень-очень урожайный. И даже на самом верху уже есть помидоры. Вот, посмотрите. Самый верх и весь в помидорах уже. Это сержант Пеппер. Вкуснейший помидор в форме сердечка вот такого. И уже поспел в открытом грунте. Настоящее сердце. Смотрите. Настоящее сердце. Какая красота. Этот сержант Пеппер. Это семена я покупала из профессиональной пачки, большой, запечатанной, промышленного производства. Это помидор сержант Пеппер не из частной коллекции. То есть не с собранных семян, а именно из заводской пачки. Вот такой он красивый. И очень урожайный. Сержант Пеппер. Очень вкусный и сладкий помидор. Розового цвета с фиолетовыми плечиками. Ну и, конечно же, я прямо сейчас на грядке его и съем. Это такая вкуснятина, вам не передать. Очень вкусный помидор.
Жалко, без потерь не обошлось. Вот это все оборвалось с вот этого очень урожайного куста. Самый крайний куст. Вот такие помидоры. И пока я его подымала, посыпались как мячики. Вот такой вот это помидор. Сейчас вам покажу. Это черные помидоры. Вот, очень похожи на черный принц, но это не черный принц. К сожалению, название я не знаю. Когда я покупала эти семена из больших профессиональных голландских пачек, мне просто написали черные. Хотя я просила, чтобы написали название сорта. Вот, ну если я попытаюсь узнать, как они называются, то напишу на экране. Все поломанные палки пришлось вставить заново. И теперь получилось, что помидоры лежат на земле. Этого я не очень люблю. Но надеюсь, что скоро они уже будут спеть. Из земли их уберем. Все палки пришлось... Вот, смотрите, видите как? Вот это очень плохо. Все, помидор поломан. Потому что палка была заново вставлена. Она была сломана у основания. И теперь сломан и помидор. Мои наиурожайнейшие помидоры уже начинают спеть. И, как правило, первую кисть, самые лучшие помидоры, это все идет на сбор семян. Вот эти первые кисти, которые спеют самые первые, это я собираю семена. Я сразу помечаю эти помидоры и в дальнейшем не рву. И жду, когда они полностью поспеют прямо на кусте. И только тогда я собираю с них семена. Покажу вам, сколько их. Вот, смотрите, какие-то помидоры. Здесь, по-моему, помидоров больше, чем листьев. Все внутри, вот это все в помидорах там. И вон уже тоже есть спелый, который пойдет на семена. Не знаю, как показать. Вот это один куст. Вот, и он, смотрите, развалился. Сколько здесь помидоров, но я уже это трогать не буду. Вот, смотрите, сколько помидоров. Трогать я его, конечно же, не буду, чтобы не травмировать. Здесь изгиба никакого нет, перелома нет. Вот только в этом месте, вот видите, есть немножко. Вот такой вот. Внутри там куча помидоров. Он весь в помидорах. Чтобы помидоры все хорошо доспели. И тогда семена будут очень хорошие. Такие большие помидоры, это у меня идут на соки, на переработку, естественно. Вот, на кетчупы, на соки, на заготовки. Меня спрашивали, зачем мне столько помидоров. Это помидоров немного. Были бы помидоры, а применение найдем. Помидоры это для меня и для сестры. Мы делаем очень много заготовок. Это кетчупы, соки, помидоры закрываем в баночку, только несколько видов. Ну и излишки угощаю соседей в городе, у которых нет
дачи. Начинает спеть уже черри в открытом грунте. Вот такие веточки. Вот такие. Красивые. А вот какая красивая. Это все уже открытый грунт. Обязательно надо сегодня полить баклажаны. Баклажаны очень любят воду. Поливаю я баклажаны прямо со шланга. Несмотря на то, что у меня здесь есть капельная лента. Есть капельная лента. Но для этого нужно поливать долго. Капать должно долго. А так как я приехала на несколько часов, то мне проще включить шланг и пройтись полить. И, конечно, собрать урожай. Помидоры в теплице я сейчас уже поливаю немножко реже, чем раньше. Где-то приблизительно 1 раз в неделю, может быть, в 1,5 недели 1 раз. Реже поливаю, и тогда быстрее спеют помидоры. Вот такая каста. Все помидоры одного размера, крупные. Вот такие крупные, смотрите, все одного размера. И эустома. Вот такой красивый цветочек. Когда созревает на кусте колибри, он невероятно красивого цвета. Красный-красный, вот посмотрите какой. И такой просто живой, с напылением таким красивым. Красного-красного цвета. Вот такой он становится. Красивого цвета. Алого. И помидоры Тарасенко поспевают. Вот это все Pink Bush. И здесь помидоры уже 2 раза срывали. Pink Bush. Бегут, бегут. Думают, что я что-то принесла. А я иду за яйцами. Я иду посмотреть результат. Кто со мной? Пошли, показывать будете? Посмотрим, что тут у нас. Что снесли мои курочки. Так. Красота. Молодцы. Молодцы, стараются. Так, здесь никого уже. Квочка сидит. Ну что ее, садить на яйца опять пробовать? Это уже 5-й раз пробовать. Не буду.
Сегодня будет очень быстрый сбор яиц, потому что у меня осталось всего лишь 40 минут. Собираю и уезжаю. Ой, 4 яйца. И причем все 4 яйца разного цвета. Красота, да? Аккуратно. Я мастер разбить яйца. Бывает такое. Вот. Подсматривает. Подсматривает, что я делаю, где я беру эти яйца. Беру по 3 яйца, хочется быстрее, а получается еще медленнее. Практически все успела сделать. И теперь можно ехать домой. Еще одно здесь. И еще одно здесь. Ого, какое! Огромное. Огромное яйцо. Молодцы. Тряпочкой нужно струсить весь этот мусор. И сделаю, наверное, это прямо сейчас. Потому что... А когда же потом? Еще одно яйцо здесь. Ладно, соберу все яйца, потом приду и протру. Иду дальше. Ты со мной? Пошли со мной. А может, яйцо снесет? В 3-й вольер иду. Ага. Смотрите. Индюшиных яиц нет. Только яйца лигорнов и марана. Индюшиных нет. И опять они грязные. И вижу даже в желтке, по-моему, есть. Да, вот, видите? Значит, еще были яйца, но, к сожалению, их нет. И опять гнездо грязное. Не знаю, есть ли яйца у Фавероли, еще не смотрела. Пойду заберу вот этой шелковой яйца. И не знаю еще, есть ли у Араукана, не смотрела. Заберу вот этой курочки яйца. Это шелковая курочка. Несется она по-прежнему здесь за доской. Вот. Давай я заберу. Давай. А ты несись дальше. Поняла? Были яйца, нету. Смотрит, где делись яйца. Где делись? Они делись вот сюда.
мне подсказывает, что она пришла нестись. Индюшка ходит вокруг вольера. Везде у нее есть трава. Зерно я ей оставлю. А что у араукана? Посмотрим. Посмотрим, араукана снесла яйцо или нет. Так, это яйцо отфутболили. Смотрите, кто сидит в гнезде. Цыпленок. Красавчик, смотрите, меня не боится. А там под тобой яйца нету? Мой какой смелый. Не боится меня, я очень близко стою возле него. А, он купается. Это у него здесь купальня. Ну, давай, давай. Молодец, молодец. Такая маленькая, уже такая умная. Яйцо отфутболили. Это яйцо поклад. Это яйцо пропавшее. Все. Яиц араукана нету. Здесь у нас квочка с цыплятами. Воду я поменяла, поставила чистую. Все у нее есть. Все, так и оставляю. Наполовину закрыто стекло, потому что ночь прохладная. Ну, а тут вот такая вот шторка для свежего воздуха. Проверила я гнездо. Яиц фаверолей нет. Все, яйца все собрала. Бак цыплятам с водой подсоединила. И теперь у них чашечное поение. И сразу побольше места стало. Можно было бы эту тряпочку уже убрать, чтобы они бегали по решетке. Ну, я всегда так делаю, когда цыплята еще маленькие, я стелю, для того, чтобы рассыпанный комбикорм они еще могли собирать. И частично оставляю открытым, для того, чтобы на пальчики не налипал помет. Об решетку он будет счищаться. Ой, боягузы. В брудере у них тепло. Условия комфортные. Только расти. Цыплята очень быстро находят воду в чашечных поилках, к этому приучать их не нужно. Все, закрываю, не буду их пугать.
все сделала. И теперь могу спокойно ехать домой. До следующего раза. Всем пока!